Мое почтение, с вами как всегда Сергей Кодолов, и сегодня мы узнаем 10 технологий или пунктов, я бы так сказал, где наши забугорные друзья однозначно впереди. Цель видео не развивать международную рознь, а исключительно, чтобы перенять опыт. Не нравится Россия! Вали в США! Первое, начнем с очевидного, это каркасники. Все, кто хоть как-то интересуется строительной темой в Америке, да, видят, что по каркасникам они очень далеко впереди. Нам до них еще расти и расти. Когда смотрю на качество их древесины, вообще диву даюсь. Она там сухая, завальцованная. Хотелось бы еще сказать, что без сучка и без задоринки, но нет, она с сучками. Но, кстати говоря, они по этому поводу как-то особо не парятся. Более того, строитель в Америке — это хорошая, уважаемая профессия. И они, соответственно, хорошо экипируются, имеют хороший инструмент и различные приблуды для ускорения производства. Занятно, но они всегда такие балансируют на грани скорости и качества. И тут вы скажете, не, ну мы тоже балансируем на грани скорости и качества. Но нет. Я просто был в шоке. От Дзюба как головой забил. Футбол смотрел? Если вот брать качество, не знаю, за 100%, то у них идет так где-то 80% качества и 80% скорости. А если взять нашу стройку, особенно с новыми нормами, да, то если мы выдаем, например, 100% качества, то мы где-то даем 30% скорости. Или, например, обратная штука, как застройщики, да, дают 30% качества и 100% скорости. И вот третьего не дано. И более того, у них еще есть куча всяких инвентарных решений, но о них я расскажу чуть позже, там на ванных комнатах. Да, и не думайте, что там вся их жизнь театр, а мы бомжи у входа. Не, у них хорошо. Нет, у них тоже есть гастарбайтеры, только они из Мексики. Просто сейчас мы рассматриваем их, скажем так, самые лучшие качества. Номер 2 — это гипсокартон и инструмент для гипсокартона. Если вы смотрите американские инстаграмы, американские видео, то вы видите, что с этим гипсокартоном что-то не так. А не так с ним то, что 3 на 1,5 это вообще конкретно не предел. Когда к нам приезжали ребята из Америки, американские строители, и рассказывали, как там у них все происходит, то они говорят, что можно вообще заказать 6-метровые листы и поставить их у себя дома, да, заказать их краном, поставить домой до того, как все накроется крышей еще. Для армирования швов они используют как там сеточки, так и ленты. Широко у них распространены там эти базуки и ковшики со шпаклей для швов. Зашивают они все в один слой и, о чудо, ничего не трещит, ну почти ничего. И на самом деле к трещинам они относятся, то есть не так критично, как у нас. Если у вас дома появится какая-нибудь трещина, то все, не знаю, тебе конец, братишка. Тебя сразу вызывают, давай переделывай. Упс. Ну и для гипсокартона, конечно же, они используют специальный инструмент. Для хождения под потолком они используют специальные ходули. У нас в России, конечно же, это тоже есть, но используем мы это, ну, катастрофически редко. Редко вы где увидите такой инструмент на объектах. Зашитый прямо по каркасу гипсокартон они просто шпаклюют там тонким слоем и красят. Конечно же, о какой-то там нереальной ровности говорить не приходится, но это их особо и не парит. На самом деле 90% заказчиков и в России особо это не парит, но маляры дико боятся остальных 10%. Думаю, не раз такое было, да, когда человек, заказчик, ставит правило, берет 100-долларовую купюру или какую-нибудь другую, просовывает под правило, она туда просовывается и начинает дико орать на маляра. Вон! Подлость! Гадость! Преступники! Ненавижу вас! Негодяй! Какие-то маляры не берут
это на свой счет, как бы такие, ну окей, типа олень. Но часть людей не может этого пережить, принимают на свой счет и начинают сильнее затачиваться на ровность, вот, еще качественнее, еще ровнее, еще. А это сроки, это деньги, и мы опять же приходим к той пропорции, что мы берем 100% качества, идеально ровная стена, и 30% скорости. Третье — это шлютер-системы, а конкретно панели. Называются они шлютер-кердиборд. Понятия не имею, почему они до сих пор не заполоняют всю Россию, уже лет 10 на них смотрю, штука, пушка, бомба. В Америке они используются везде, где есть вода, везде, где используется плитка, просто как отче наш. Это панели водонепроницаемые, не знаю, разной толщины, шершавые. Они клеятся на поверхность и потом сверху обклеиваются плиткой. Работать с этими панелями очень быстро, удобно. Хочешь любые конструкции, пожалуйста. Любые полочки, пожалуйста. Любые геометрические формы, пожалуйста. Как вы поняли, мне очень нравится эта система. Ну а мы тут в России делаем, соответственно, или из гипсокартона, или из блока. Четвертое — это бетонные полы дома. У них это прям целая индустрия. Если бы у меня в либеральной Америке спросили, какого пола я хочу себе жену, я бы сказал бетонного. Плюс они льют туда всякие разные эпоксидки сверху, и получается, там сумасшедшие всякие, красивейшие узоры. Я опять же однозначно не призываю лить такие полы там везде у себя дома, в каждую квартиру, да, все-таки бегать там босиком по этим полам будет, твердовато. Хотя, опять же, там в Америке разуваться это не обязательно. У нас мы делаем бетонные полы, но в основном это там рестораны, магазины, там, кафешки какие-то. То есть в местах, где просто большая проходимость и нужна такая серьезная износостойкость. Полы. Полы здесь бетон шлифованный. Если честно, то для таких всяких технических помещений это просто вообще идеально. Мы недавно делали то же самое в магазине сувениров, тоже очень классно получается. Обслуживать его не надо практически вообще. И даже когда мы делаем коттеджи везде там с теплыми полами, то в основном укладываем керамогранит. Но я думаю, что кому-нибудь мы все-таки запроектируем коттедж с бетонными полами, и это будет невероятно красиво, и у вас будет самый крутой первый этаж на 100 километров в округе. Это просто охуенно. Номер 5 — это крупноформатный керамогранит, там 3 на 1,5 и ему подобные. На сегодняшний день у нас он используется как что-то такое декоративное. Мы можем уложить несколько там планок где-то там на стене или где-то в душевой, как элемент такого декора. Но нам и в голову не придет уложить, например, весь пол первого этажа вот этим 3 на 1,5 керамогранитом, хотя бы потому, что это будет просто сумасшедше дорого, потому что он стоит, как чугунный самолет. В Америке закатать таким полом, например, весь первый этаж вообще в порядке вещей. И опять же, я думаю, что это больше обусловлено у них скоростью, чем таким диковинным, да. Если у нас в закупке, например, такой керамогранит может стоить дешево, да, а на продаже с шикарной наценкой он может стоить дорого. А у них, наверное, такой проблемы нет. По ценам, к сожалению, не знаю. Плюс по ровности. Они заморачиваются не так сильно, как мы, поэтому также могут просто быстро его укладывать и системами выравнивания по периметру зажимают его, и все. Все готово. Благо, у нас такие системы тоже уже заняли достойное место на рынке, и мы ими также постоянно пользуемся. Номер 6. Плитка в ванной. Мало того, что они используют эти шлютер-панели, так они еще не особо так заморачиваются с укладкой. Чего там запилить углы под 45 градусов? Зачем, если есть вот этот шлютер-профиль? Причем профилей там всяких разных, под все что угодно. И пользуются они ими быстро и просто. У нас чаще всего так делается в эконом-ремонтах там или в квартирах на продажу, например. А у них повсеместно. И да, конечно, если мы откроем Инстаграм, то мы найдем ребят, которые запиливают под 45 градусов. Но это капля в море по сравнению с теми, кому мама про запилы только там сказки перед сном рассказывала и все. Номер 7. Регулируемые леса. Тоже уже 100 лет на них смотрю, и они с каждым годом их все дорабатывают и дорабатывают. А видели наши леса? Мы их либо колотим из дерева, либо они, металлические, трубчатые, да? А почему у нас нет таких лесов, как у них? Я как человек, который много работал на больших стройках, вам легко это объясню.
У нас массовый строитель – это гастарбайтер. Он здесь временно. А вот таких строителей, как американских, у нас пока, ну прям очень мало. Этот класс у нас, только-только зарождается. И так как человек здесь временно, то он может себе купить, какой-то мелкий инструмент. Большие леса он себе покупать не будет, потому что, просто элементарно, где он их будет их хранить? А тогда я, как заказчик, покупаю ему леса, и он с ними пользуется как не со своими лесами. Они, будут загрязняться, чистить он их, естественно, не будет. Все это дело забьется, и леса из подъемных регулируемых станут статичными. Вот и все. А так, в целом, технология, конечно, огненная. 8. Это различные приспособы для тяжелой техники. Тут с американцами могут посоревноваться только, наверное, китайцы или индусы. Но если над китайцами и индусами мы в основном смеемся, то, американская техника и приспособы для нее — это просто класс. Чего стоит один этот экскаватор? Делает траншеи прямо сразу с откосами. А как делаем это мы? Номер 9 – это прокладка магистралей. Тут, даже не знаю, что сказать, вы просто посмотрите, как это делается. Насяй, зачем ругаешься, Насяйника? Перив! Что это? Перив! Какой перерыв-то? Объясни. Перив! Перерыв, что ли? Как? Ну так и говори. Так. Перерыв. Так и говори. И 10-й пункт, последний, но не по значению, это девчонки. У американцев большое количество симпатичных девчонок заняты на стройке, на малярке, на классической стройке. И это не какая-то там баба Валя 150 лет в старых трениках. Нет. Нормальные, приятные девчонки, которые так или иначе повышают интерес к строительству. Насчет наших я не уверен, за нашими девчатами-строителями я особо не слежу. Но если вы таких знаете, то смело скидывайте в комментариях, я возьму их реестр, составлю в первом закрепленном комментарии. Пусть страна узнает, что у нас тоже есть девчонки. Только в своем профиле они должны быть заняты строительным делом. Мы и отгрохали американский топ. Я думаю, что было бы классно, чтобы вы в комментариях написали, чем мы лучше. И по вашим комментариям я бы составил следующий топ, чем лучше Россия-матушка наших забугорных соседей. И как обычно, дизайн-проект вашей квартиры и ремонт вы можете заказать по ссылочкам в описании. И с вами, как всегда, был Сергей Кодолов. От души, друзья!